Всем доброе утро, с вами Андрей, это второе наше утро в Чехии. Живем мы в четырехзвездочном отеле, все нравится. Единственный минус для меня, так как я люблю кофе, в Чехии кофе не умеют варить. Вот хоть ты что сделай, но даже в четырехзвездочном отеле экспрессо по вкусу, как растворимый кофе в Германии. Вот. И я вчера прошелся, увидел на этой площади 3 булочных. Так что вчера я уже в одной был, попробовал американо. Американо — это у них обычный кофе. По вкусу, ну, я бы не сказал, что там средняя оценочка такая, из 5 на 2 всего лишь. Сегодня пойду еще схожу в одну булочную, может быть даже в 2, посмотрю, что у них есть. Давайте пройдем и посмотрим. Добрый день. Ну, вот такие цены на разные выпечки. Кстати, если перевести с крон на евро, то примерно 24 кроны — это 1 евро. Получается, булочка с колбасой и с сыром всего лишь стоит меньше евро. Ну что, возьмем на пробу с пудингом. 116, да? Так, это что у нас? Это 10, 5 и 7. А такая? Не, нема. Так, а вот более такие существенные бутерброды с колбасой, с яйцом за 32 кроны, ребят. Это вообще отличная цена. Это чуть больше евро. Я взял на пробу экспрессо. Это самое такое крепкое, что они мне могли предложить. Попробую сейчас на вкус. Скажу, стоит ли вообще кофе в Чехии покупать. Но, сами понимаете, я кофе часто пью, везде пью. И лучше всех, конечно, кофе получается у итальянцев. Не знаю почему. Был я в Италии, в Венеции, в других местах. Там кофе варят хорошее. Но, может быть, это у них в крови, ребят. В Германии тоже бывает неплохой кофе, но в зависимости, конечно, от марки. Но вот в Чехии я уже везде был, пока, как говорится, не... В Чехии я уже во многих местах пробовал кофе, пока меня не впечатлило. Так что... Не, слабо, ребят. Вот хоть ты экспрессо пей по сравнению, что в Германии экспрессо делают, то здесь это... Извините, но это не экспрессо. Конечно, я понимаю, что Чехия — это не кофейная страна, ребят, это понятно. Но даже в 4-звездочном отеле купить хороший автомат кофейный и купить хороший кофе, я думаю, это по силам отелю. Ну, про булочные я тогда не буду к ним придираться, потому что все-таки это местный, скажем так, колорит. Они подстроены под местных, а если местные не любят крепкий кофе, то они и варить, соответственно, его тоже не будут. А как мы приезжие, потому что мы знаем крепкий вкус кофе, экспрессо, да, когда там аж зубы сводят от этого экспресса, то, конечно, мы можем сравнить кофе с разных стран и сделать уже свои выводы. Ну, вот такой небольшой экскурс сделал я для вас. Завтра еще не забудьте прийти посмотреть видео. Я сделаю еще обзор на 3-ю булочную. Все в шаговой доступности. Так что сегодня у нас по плану, как обычно, мероприятия запланированы. Едем по Чехии, смотрим красивые места. Мы продолжаем свое путешествие. Находимся на севере Чехии, в городе Либерец. Это небольшой городок, очень уютный, старая ратуша. Перед нами сейчас открывается красивый вид.
А когда-то этот город был немецким. Назывался он Райхсберг, что в переводе «богатый берег». Приехали посмотреть площадь рыночную, ну и так прогуляться. Там находится старая ратуша, ну 18-19 век, в готическом стиле. Немецкий фасад, вы видите все это, да, вот эти все домики, все как в Германии. Сейчас мы находимся на рыночной площади. Очень все красиво. Тут же есть рестораны, где можно посидеть, спокойно выпить бутылочку вина чешского, ну или пива, да. Для такого города, конечно, она очень величественная, большая. И год постройки стоит 1888-1892 год. Ну, не такая она уж и старая. Кстати, вот от рыночной площади можно спокойно спуститься, пройтись по старой мостовой. Улица такая старинная, старое здание слева-справа. И также есть маленькие разные магазинчики. Вот люди ходят. Попадаются вот такие дома, что фасад, конечно, был запущен. И им никто не занимался. Еще, наверное, куски обваливаются сверху. Это редкость, но они сохранились. Эти дома были построены в 1678 году. Вальдштайнхойза, то есть если с немецкого перевести, это дома из дерева и камня. Вот есть даже табличка, где по-чешски, немецки и по-английски написано. Я не буду утверждать, что это оригинал, может быть и нет, но вот такие дома раньше здесь стояли в 16-17 веке. Окна маленькие. На этом наша прогулка по городу заканчивается, и мы идем делать шопинг. Пройдемся по магазинам. Заехали на холм, а на холме стоит замок Лемберг.
Все, купили мы билеты и поднимаемся на первый этаж. Посмотрите сразу на пол. Пол оригинальный, уже выемки от ног, потому что ходили тысячи ног, смотрели здесь все эти комнаты. Массивные элементы, и сам поручень, он очень массивный. И толщина какая.